Загадка драгоценностей и теплоход. Прогулочный теплоход отправился в очередной рейс вверх по реке. День был солнечный, и ничто не предвещало бури, но она разразилась. В 12 часов 30 минут в каюту капитана влетела богато разодетая миссис Смит. Она заявила, что у нее украдена коробка с драгоценностями, и обвинила в пропаже либо стюарда, либо горничную, которая убирала ее каюту. Из ее рассказа и опроса двух подозреваемых капитан выяснил следующее. Несомненно, что драгоценности были украдены всего за несколько часов до того, как обнаружилась пропажа. Миссис Смит припомнила, что горничная приносила ей в каюту кофе в 10 часов 30 минут. Затем она вышла в соседнюю комнату каюты, и было слышно, как она трогала лежавшие там вещи. Когда миссис Смит окликнула ее, горничная, не ответив, торопливо вышла из каюты. Эта же горничная приходила еще раз, чтобы убрать постель в каюте перед самым концом своей смены, то есть перед 12 часами дня. От 12 часов 10 минут до 12 часов 20 минут она занималась стиркой в каюте, где живет прислуга. Это показали девушки, жившие с ней, где была она от 12 часов до 12 часов 10 минут, и от 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут, оставалось неясным. Никакого алиби на это время у горничной не было. «Кроме горничной и стюарда, никто не входил в вашу каюту?» – спросил капитан. «Входила еще моя подруга, миссис Браун», – сказала миссис Смит, – «но она вне подозрений». «А что она делала в вашей каюте?» Миссис Браун приходила играть на рояле, но в 12 часов 5 минут ее игру прервал стюард, который был единственным человеком, кроме горничной, подруги и меня, который входил в каюту. Он попросил мою подругу выйти, пока он не исправит настольную лампу. В 12 часов 10 минут я внезапно возвратилась в каюту и обнаружила, что стюард рылся в моих вещах, и начала его отчитывать. Это продолжалось до 12 часов 25 минут, когда пришла подруга. В 12:30 я обнаружила пропажу и побежала к вам. Капитан был уверен, что кража – дело рук одного из трех подозреваемых. Миссис Браун он тоже включил в это число, и что у преступника не было сообщников на теплоходе. Но ничего более определенного он сказать не мог, и поэтому решил вернуться назад, чтобы передать расследование этого дела полиции. В 13 часов 30 минут теплоход лег на обратный курс. Однако в 14 часов 45 минут теплоход поравнялся с каким-то ящиком, плавающим в воде. Миссис Смит узнала в нем свою коробку с драгоценностями. Ее вытащили на борт и вернули ее хозяйке. Находка полностью изменила ситуацию, и после того, как теплоход причалил к пристани, капитан уже не стал задавать головоломную задачу полиции, а сам рассказал ее решение. Кто похитил драгоценности? Как рассуждал капитан? Ответ на загадку. Когда теплоход идет вверх по реке, его скорость равна скорости в стоячей воде за вычетом скорости течения. Когда теплоход идет вниз по реке, скорость течения складывается со скоростью движения в стоячей воде. Коробка с драгоценностями плыла по реке со скоростью, равной скорости течения. Значит, она удалялась от теплохода, идущего вверх по реке, со скоростью, равной скорости теплохода в стоячей воде. Когда теплоход повернул обратно, расстояние между ним и коробкой стало сокращаться с той же самой скоростью. В этом нетрудно убедиться, проделав несложные вычисления. Следовательно, от момента, когда коробка была выкинута за борт, до момента поворота корабля прошло столько же времени, сколько понадобилось на то, чтобы догнать коробку, то есть 1 час 15 минут, 14:45 минус 13:30. Теперь можно определить время, когда коробка была выброшена за борт. Это было сделано за 1 час 15 минут до того момента, когда теплоход повернул обратно, иначе говоря, в 12 часов 15 минут. Из трех подозреваемых, только подруга миссис Смит в это время находилась вне поля зрения. Горничная, как известно, стирала в своей каюте, а стюард выслушивал нотации миссис Смит. Где находилась в это время подруга, было неизвестно. Значит, драгоценности могла похитить только она.